привет. Фига себе, Нозер. Павел, что меня прям поджидал, видимо. О, сегодня игрушечка будет одна такая, которая мне прям запала в душу. Прям шикарная гамма. Называется она полыс. Как-то в ней все так совпало интересненько, что, в принципе, там и сюжетец есть хороший, геймплей не сильно надоедает. В общем, такой некоторый микроменеджмент полицейского отделения городка одного. Вот, ну, собственно, что, начнем. Игрушка очень атмосферная. В плане того, что там все хорошо подобрано. Есть там отличнейший, просто великолепный, замечательный саундтрек. Но есть одна проблема. У меня есть ощущение, что весь этот саундтрек находится под копирайтами. Соответственно, музычку я выключил. Это, конечно, большое упущение для игры. То есть рекомендуется прямо ставить композиции, которые там есть, и прям с этой музыкой играть. Черт побери. Ладно, это как бы реальность, данная нам в ощущениях, поэтому... Да, и я сразу запущу эту игрушку прямо что вы посмотрели прям ролик, с которого начинается, там прекрасно все. Даже стартовый ролик. Просто замечательно. Такие дела. Так, ну давайте потихоньку начинать. Вот. Музычку мы убавляем, чтобы нам не мешала она наслаждаться. Вот. И прибавляем. Сейчас, секунду, я еще тут проверю одну вещь. Идет ли звучок? Во, звучок идет. Хорошо. Так, сейчас тут немножко будет чуть-чуть настроечек. Вот так мы сделаем. Вот, ну что, давайте, пожалуйте, в игрушечку. Сейчас все будет. Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this. But in fact, it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Вот такая вот заставочка. Она уже меня заинтересовала, потому что она тоже... В ней все было прекрасно.
Так, да, вот эта вот песочница, титры и комикс мне открылись уже после того, как я первый раз прошел. Да, я первый раз прошел ее. Как-то мне не устроило. Не устроил финал. Я перепрошел его за другого человека, этот финал. Ну, вы поймете потом, ближе к делу, о чем речь. Кто играл, тот уже понял. Вот. Надеялся, что финал будет лучше. Нет, все было то же самое. Вот. Все было абсолютно то же самое. И я так загуглил и посмотрел, что финал, он, в принципе, там особо не отличается. Что ты там не делай, да, и либо ты сдохнешь раньше, либо все-таки доживешь эти 180 дней, полгода в полицейском участке, но все равно закончится все это не очень хорошо. Вот, ну, соответственно, что сейчас будем пробовать? Будем пробовать проходить и не набирать, опять же, кто знает, кто в курсе, тот поймет. И попробуем при этом не набрать 500 тысяч долларов, $500 000. Чтобы, ну, на всякий случай. Может быть, что-нибудь изменится в финале, хотя я сомневаюсь. Давайте комикс посмотрим. Перевод, кстати, хороший. Игрушечки. Мне нравится. Вот. И песочница появилась. Ну, песочница, видимо, бессюжетное прохождение там. Все. Так, ну начинаем сюжетную кампанию, собственно. И что там? Новая игра. Конечно. Заголовки тоже доставляют в газет. Да, еще прошу простить, у меня тут опять аллергия началась на кота, с которым мы, в принципе, раньше уживались нормально, более-менее, если его не сильно с ним там играться, развлекаться. Вот. Но тут он немножко приболел, пришлось ему колоть лекарства. Вот. И, видимо, когда ему кололи лекарства, он со страху тут столько навыделял, блин, своих миазмов, что у меня прям аллергия началась опять на него. И, видимо, будет продолжаться. Ну, давайте, поехали на работу. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same.
play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Так, ну, видимо, тут... А, ну да, здесь не надо было действовать. Ну, я не думаю, что эти ответы, конечно, на что-то влияют. Ну, конечно, тут нету того ответа, который бы я хотел. Типа, идите, ребята, нахрен. Пожалуйста. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But
Try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Star? Yes? Go fuck yourself, Troy Star. Так, ну что, в общем, все поняли примерно, о чем эта игра, что она будет из собой представлять. Вот. Я был бы еще благодарен очень авторам, если бы они сделали возможность вот эту вот заставку каждый день повторяющийся убирать. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Так. Да, я уже один раз ее прошел, поэтому давайте выбираем вот это вот. В принципе, подсказки, они работают просто, ну, в плане подсказок. На что-то наводишь, там появляется подсказочка такая, контекстная. Что, начинаем? in progress. Когда посылаешь по одному, лучше посылать достаточно высоким уровнем полицейских. Они не облажались там. 311A in progress. Ну и, соответственно, тех, у кого очень низкий уровень профессиональной подготовки, их лучше посылать с более опытными товарищами. А смысл в том, что здесь каждый день... Так, как здесь поставить паузу? Каждый день вот в этом городе случаются какие-то происшествия, и тебе нужно посылать на них полицейских. Ну, происшествия могут оказаться фейками, типа того, что какая-то старушка увидела, что кто-то там кого-то пытается изнасиловать там, да? Нет, хорошо. Другой пример приведу, что из соседней квартиры раздаются крики, да, и кого-то там пытают, врываются полицейские, оказывается, что там парень с девушкой сексом занимается. Ну, примерно такие вот. То есть, и надо смотреть по контексту, к какому разряду относится данное происшествие. Ну, соответственно, иногда бывают, совершаются такие серьезные преступления, и тогда нужно будет вводить в дело детективов. Вот это вот полицейский, вот этот спецназ, который можно вызвать, в принципе, на любое происшествие с собой для поддержки. Он сильно увеличивает его вероятность успешного завершения. Вот, а есть еще детективы, и когда это случается, на расследование каких-то дел можно там направить будет детективов, чтобы они его расследовали. Соответственно, у них тоже есть вот эти вот характеристики профессиональной подготовки. Вот, но это все будет дальше, будет видно по ходу. Как бы план города. One 10B complete.
успешно совершаете какое-то выезд, какое-то происшествие. Добавляет профессионализма тому полицейскому, который на него ездил. Если безуспешно это завершается, там преступник сбежал или еще что-то, тогда идет минус. Ну, иногда полицейские могут на задании погибнуть. Да. Вот, в принципе, спецназ тоже можно будет прокачивать тем, что пока что изначально он один раз может выехать дело, да, и, соответственно, есть какая-то эффективность. Можно прокачивать как эффективность, так и количество выездов. Так, ну, вот с таким набором полицейских уже не факт, что мы можем успешно вот этот вызов завершить. С другой стороны, больше никого нету. Хотя время там было, можно было подождать, пока вернутся эти вот граждане более опытные, типа вот этого Коти и Янси. Каждого из них, насколько я помню, давайте всех тут пошлем. Да, иногда выскакивают вот такие вот с вариантами выбора. Такие вот случайные происшествия. И нужно будет выбирать наиболее подходящие под ситуацию. И от этого выбора будет зависеть успешность завершения этой операции. В данном случае я угадал. Ну вот, о чем я и говорил. Соответственно, да, с такой профессиональной подготовкой лучше двоих товарищей этих не отпускать. Печально, печально. Надо, чтобы на выезде был хотя бы один офицер, у которого подготовка за 200. Все вроде завершаем. Ну, это усталость у них, соответственно. Поскольку она старенькая, у него усталость за одну смену в 2 раза повышается. Снижается как бы запас сил в 2 раза больше, чем у обычных полицейских. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000?
Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Так, ну началось. Нет. Так, кому бы их отдать? Ладно, вот этому товарищу. Ладно, вот этому товарищу. Она сразу скилл на полтинник увеличивает. Это хорошо. Да, здесь можно будет выбрать одну из композиций. Черт побери, очень хочется, потому что на самом деле игрушка атмосферная, вот эта музыка очень к ней подходит. Шопена можно выбрать, кстати говоря. И вот это вот G-Tunes меня немножко смущает тоже. То есть, ну, Шопена, скорее всего... О. Вот это вот, скорее всего, лицензия Шопена. Ну, блин, я не знаю. То есть, по идее, его не должны мне закопирайтить. Но фиг его знает, как получится. В итоге, давайте сделаем так. Сейчас я его включу. Вот. Но потом, если тут какие-то проблемы возьмут на ютубе, я просто вырежу видео. И видео будет... Не видео вырежу, а звук из видео вырежу. И тогда видео будет без звука, пока эта композиция звучит. Так что потом, если что, не удивляйтесь. Давайте на смену его наймем. Да, еще. Я, конечно, композицию-то выбрал.
того, чтобы она зазвучала, нужно будет сделать вот так. Давайте вот так сделаем. Да, я рекомендую выжидать практически до самого окончания этого таймера, потому что полицейских пока что немного, и им надо, чтобы они успевали возвращаться. Поэтому это будет полезно. 12:10 in progress, 11 complete. Это, скорее всего, фейковый, конечно, вызов. Ложный. Сейчас посмотрим. Ночной крыс. О, ночной клуб. Поможем. Такие задания не приносят 11 complete. скажем, профессиональную подготовку полицейских ни плюсов, ни минусов. Соответственно, поэтому да, проще какого-нибудь самого бесполезного отправлять полицейского. Да. Потому что там главное его присутствие. То есть мастерство его в таких заданиях не важно. Профессиональное. 12:10 complete. Ну вот о чем я и говорю. 11:11 in progress. Or 11 in progress. Понял? Хе-хе. Ну ладно. Да, вот такие вещи иногда тоже выскакивают в таких заданиях, да. Это отлично. Что тут у нас? Это тоже с некоторой вероятностью может быть фейк. Or 11 complete. Looks like we have a situation here. Eleven. Отлично. Хорошо. Кстати, вот таким вот образом, посылая на такие задания вот таких вот ребят с низкой подготовкой, можно от них избавляться и менять их на бирже труда на более крутых ребят. Так. А зачем нам сюда 4? Давайте хотя бы добрить-то. Понятно. Да, что-то я немножко с детективами облажался. Сейчас у меня в одной смене 4, в другой 2 детектива. Но они пока сейчас не в пределе.
Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Так, ну что, если Шопена, скорее всего, YouTube у меня не из-за это. Не закопирайтит, то вот это вот вполне может, поэтому готовьтесь к 5 минутам тишины. Если вдруг чего, то придется этот звучок вырезать. Но с другой стороны, это может добавить атмосферности. 212 in progress.
Это я сейчас, если вы не поняли, размышляю на тему того, что выполнять мне задание мэрии или не выполнять. Потому что как минимум одного человека, двух, трех уже человек я не могу уволить. Потому что... это придется сделать незаконно. С другой стороны, это позволит мне обновить штат детективов. С третьей стороны, вот этот чувак у меня самый профессиональный друг расы из штата исчезнет. Это будет не очень приятно. С четвертой стороны, вот мне нафиг нужен человек, который после этой смены вот так вот выдыхает. Ну, в общем, посмотрим. Будем посмотреть, как говорится, ближе к концу дня. 113 in progress. Officer on scene. Looks like we have a situation here. 113 complete. Ох ты ж, елки-палки. Виноват он. Печальненько, конечно, что я вот так вот это дело просрал. Но все, вернулись, отлично. Понятно, это фейк стопудовый. О, давайте, бабулька будет у нас драться на ринге. 1210 complete. Ядрить, мадрить. А это был не фейк. Ха-ха. О, чё-то я как-то, что-то... Давайте-ка сделаем вот так вот, на всякий случай. 311A in progress. Whenever I'm alone at Это мы home, уже видели, and видите? Так, будем пробовать еще одну композицию. Наличие авторских прав. In progress. Don't you leave me here. Don't you leave me here. If you must go, sweet mama,
Please leave a dime for beer. Rooster crow and the hen ran around. Конечно, обидно, что придется вырезать саундтрек такой замечательный. She said if you want my fricassee, you'll have to run me down. Так, ладно, это все равно. Я все равно не успел вернуться. Значит, вот этих граждан трех туда кинем. На расследование этого запутаннейшего дела. In progress. We've got a situation here. Rebound. 113 complete. Alabama. Не, блин, ну я так... Слушайте, а что нужно было делать? Не. I follow. Ну-ка еще раз начинаем, блядь, что такое? Так, секунду, мне тут нужно отойти. Ко мне кто-то пришел. Надо узнать, кто, во-первых. А во-вторых, зачем мне нужен. Да. Сейчас. 5 сек. I'll be back, как сказал бы Терминатор. Продолжаем. Да, черт побери, вот эта вот постоянная заставка, как он едет на работу и заводит машину, она немножко надоедает, мягко говоря. Так, прослушали, что еще там у нас? А вот эту композицию еще попробуем. Под нее может быть получше. Зайдет дела сегодня. 12 in progress. Ну, музыка просто очешуительная. Прям как по мне, она под эту игру подходит просто как не знаю, правый ботинок к правой ноге. 113 in progress. Да, я... Эй, давайте 3 вышли.
Расследование началось. Нет, кстати, вот такой исход меня даже, наверное, устраивает. Придется товарищам понять. Ну, как-то так. Пока что. Здесь у нас такой небольшой микроменеджмент расследований. Нужно правильно точно составить кадры выступления. Не, ну это все как бы все в минусе читали, учитывая, что 2 раза этот день перезагружал. Есть банды. Целые цепочки расследований можно убирать. Подышится немножко. Смешно, да. 311A in progress. Ну вот, композиция закончилась. В принципе, можно новую поставить сейчас. Или подождать. Да, не дай бог, нет. YouTube эту композицию забанит.
видимо, здесь у нас... Во. Все-таки сложил. Не, здесь как бы проблема в том, что у этих дел обычно как бы, ну все логически ты вроде ставишь правильно, но потом получается такая фигня, что раз и вдруг два снимка нужно переставить местами. Почему переставить, хотя как бы это менее логично, чем было бы. Ну, ладно, как бы, дело 10-е. То есть, ну, с ними, да, примерно так. Ну, то есть, примерно выстраиваешь, как это самое, как они должны быть с точки зрения вот этих всех показаний, да. А потом, если вдруг дело не раскрывается, просто меняешь местами несколько снимков, пытаешься, и все. И все сразу раскрывается после этого. Так, здесь что у нас? Клево. 311A in progress. Так, успею, интересно, сюда съездить не успею мне. Это расследование. Ну нормально, зато бабулька у нас сейчас прям молодец. 145. Вдруг сразу у нее стало. Officer on scene. Looks like we have a situation here. Кстати, здесь иногда вот в этих интерактивных менюшках достаточно забавные варианты развития событий выскакивают. Чисто just for lulz можно нажать, конечно. Так, с детективом у нас, по-моему, все нормально сейчас стало. 3 штуки. Офицеров не хватает. Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new.
The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Короче, смысл в том, что если мы соглашаемся помочь Кендрику, он сваливает в закат вместе со своей семьей и живет там долго и счастливо в этом самом закате. Ну, по крайней мере, иное не оговаривается. Как уж там на самом деле, не знаю. Вот. И нам придется работать на мафию, да, за деньги. Мы будем выполнять некоторые их задания, да. Вот. И как бы, ну, будем как бы цепным псом мафии. Если отказаться помочь, то этого чувака убьют, и мы увидим, как головы его дочерей там развесят на люстре, собственно. Но от этого ничего не изменится, потому что мы все равно будем работать на мафию, тоже за деньги. Соответственно, в этом случае мы будем шлюхой мафии. Ну, блин, ну я не знаю. Можно, конечно, отказаться, но говорят, все равно финал в любом случае будет не самый оптимистичный, как в любом произведении жанра нуар. Вот. Поэтому, ну, давайте. Зачем мучить старого друга и заставлять его видеть, как у него там голову дочерей на люстре развесит? Зачем? Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? И вот так вот. Поехали. Черт побери. Знать бы, интересно, как YouTube воспримет появление вот этих вот альбомов в моем видосике. Ну ладно, первая серия, пусть будет так. Следующий, если что, учту.
In progress. Да, я вот здесь тоже раз в неделю, по-моему, раз в неделю можно запрос время отправлять. Сложно, понятно, но рабочие для детектива то же самое, улучшение 16 включает в себя как улучшение эффективности, так и увеличение количества выездов за один день. Я, по-моему, до 3 можно увеличить. Пока что один выезд. Вот, а прибавка это такая шутка юмора, короче. Ну, вам зарплату прибавляют где-то на 100 баксов примерно, 100-150 баксов. То есть это возможность просто проебать вот это вот, как бы, возможность сделать что-то полезное для своего участка. Как бы тоже некоторый юмор. Она достаточно юморная. Так, интересно, а что будет, если я сейчас черного найму? Мне же сказали всех уволить, а я его уволил и потом нанял. Видимо, я... Да, прикольно. То есть, видимо, я задание-то мэрии выполнил. Ван Дамма. Гаранец, Горыч младший. Похоже. Давайте попробуем нанять на завтрашнюю смену. Сегодня у нас какая смена, значит на смену будет. Почему нет? Клево. Купольщики там сами. Ну, не было у меня некого было поставить. Что я сделал? Блин. Как так? А вон, двух берчи пошлем сюда. Пусть подтянут свои навыки по стрельбе.
Слушай, ну блин, ну это не смешно уже, а. Вот вовремя, вот как вовремя все выскочило, а? Ёлки-палки. Преступник скрылся. Дайте-ка, да, точно. Я это увидел, потому что у него уменьшилось. Уменьшился уровень профессионального мастерства. Да. Mr. Boyd, there was a man here earlier. He left you this. A man? What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Damn. Okay, let's see about this. Of course, they could have shot them the second they took the photo. But I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the Mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. A curse. Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. You start today. Вот, теперь мне придется положить в запасе несколько полицейских, чтобы они могли выехать на... 8 in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job.
I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? Вот. Молодец. Вот. То есть мне нужно держать 2-3 полицейских постоянно свободными. Ну, наверное, 2 при таком-то составе. Чтобы они могли выехать по заказу Кристофера Сэнда каждый день. А там, видимо, каждый день вот эта фигня и будет происходить, насколько вот я помню из первого прохождения. У них там сейчас начнется мафиозная война между Сэндами и другой группировкой. А вот начинается банда. Банду можно будет разгромить. Ну или сразу можно это взять и арестовать премиум 1000. Либо выйти на главу самой банды и sweet ginger green. That is for danger, so untold. I know just what they mean. Gotta be bold, the whole sweet ginger green. She's sweeter than Sue and Georgia Brown. Beats Lulu too when she's back in town. Now she can shimmy like Sister Kate. She's a dancing queen, fit for a king. Swing sweet ginger green. Point 10A in progress. She can shimmy like Sister Kate. She's just a dancing queen, fit for a king. Swing sweet ginger, swing sweet ginger green. Всегда старайтесь иметь в резерве как можно больше полицейских. Officer on scene. Looks like we have a situation here. $130 completion. 710
10A in progress. Для этого иногда приходится до последнего выжидать. Но эти явно не успеют вернуться до того, как таймер прекратит считать. Ну вот это явный фейк. Ну то есть, блин, вот явный фейк. Я даже на него реагировать не буду. Ну, короче, что мама его. Бля, во-во-во. Именно так. (911) in progress. Пока что простые достаточно задания у мафии, то есть требуют всего одного полицейского, но потом, я насколько помню, это может количество полицейских, требуемых мафией Кристофера Сэнда, может дойти до 3. 911 completion. (412 in progress). Всех отправить. Четырех. Ну еще у нас 15 остается. Так сказать. Для поддержки штанов. Officer on scene. Looks like we have a situation here. Да, после выстрела в голову этой преступницы преступник пойман? Не убит? Ну, видимо, там мозг не задет был, да? Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Это вот, видимо, лишний снимок. Здесь иногда появляются лишние снимки, которые подделаны. Тут ясно по белому написано, что у него есть ключ из ресторана, поэтому взламывать дверь как бы нафиг не надо. До 2 ночи на работе. Крутой чувак. Это еще что такое? The people of Freiburg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. Folks rarely even slow to gawk at a car accident. And street theft doesn't turn heads anymore. Been a long time since people got worked up about stuff like that.
So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on. Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street, or releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some Freeburg crook satisfies the basic human need to rob and kill. But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Myself, I kinda like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? I don't think so. In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. Or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water. It's something to think about. Клево. Иди ты в пень, бабуля. В прошлый раз не пришла на работу вообще. Ладно. Фиг с тобой. Золотая рыбка. В каталоге обновления. In progress. Так, ну что? Officer on scene. Looks like we have a situation here. 911. Понятно, что игрушка основная, наверное, скоро нужно будет это. Потому что по времени достаточно много. Я стараюсь помогать мэрии, если это в моих возможностях, в моих силах. 410A complete. Мешает мне заниматься основной работой. 412A in progress.
progress. 412A. Херню например, какой-то заниматься. We've got a situation here. О. И выби. Сигнал о вызове, на который не надо никого посылать. 911 in progress. Через раз выполнять. Когда ты не послал, а когда ты послал. Так, ну что, я думаю, сейчас пройдем вот этот психологический тест. Еще один день. Сыграем, и можно будет видосик завершать. На сегодня. Что-то странно. Как-то самые очевидные ответы на все именно первые. Марширующие молотки ради прикола.
херней всякой занимались. Как бы реалистичненько, да, реалистичненько. Да, иногда я заголовки эти доставляю. Особенно если внимательно следить за тем, что происходит, запоминать. Так, ну кому? Давай самоги добавим. 190. Вандал. Вандал. Ай, молодцы, ребят, молодцы. Так, что там у нас новенького еще в каталоге есть? Учитывая, что вот на будущее, если кто начнет играть, на самом деле обычно вот подобные поручения от мэрии с министками там, с американцами там будут дальше. Обычно они все незаконные. И по результатам разгона подобных демонстраций вас запросто могут потянуть в суд. Поэтому я рекомендую, ну, скажем так, не кидаться сразу в не подумать того, нужно ли это делать. В данный конкретный момент этих феминисток я разгоню. Потому что они меня и в реальной жизни бесят.
Батарея-то у меня на сотовом разряжена. В общем, да, вот этот сегодняшний день мы заканчиваем. И 710A. 910B in progress. И все, пожалуй. Ну, если сейчас успеют они на это дело приехать, то тогда да. Если нет, значит не отправлю. Двоих я туда не отправлю. Убивают там нахрен. Если успеют, тогда отправлю, конечно. К сожалению, да. Сватовцы на сегодня исчерпали. Мы не можем больше спецназ отправлять, к сожалению, хотя самое казино было бы неплохо отправить спецназ, видимо. Дело-то будет непростое. Так. Что мы имеем? Ёлки-палки. Блин, нет у меня никого. Вот так вот, хорошо. Ну, время от времени можно их прокидывать, сендов. Главное не делать это постоянно. Иначе можно голову найти бычью у себя в постели. 210 in progress. Ух ты, серьезненько. Это не фейк, скорее всего. А, денег-то у меня на это и нет. Такие дела. 25 число. Сегодня 23. Послезавтра получается. Officer on scene. Looks like we have a situation here. 1210 complete. Гинеколог, у которого сорвала крышу. Печальное зрелище. Блин, ну некого, елки-палки. 210. 611 in progress. Хер с ним. Главное, что все живы. Это фейк.
Очень сложное расследование. Очень сложное расследование. Охренительно сложно. Поехали, чего бы и нет. Фейк будет. Officer on scene. Looks like we have a situation here. Дерутся. It's 11 complete. А я думал фейк. Ага. Вот это молодец я. Хорошо, что я все-таки на всякий случай туда послал офицера. Ну вот, собственно, и все, да? Ну и нахрен так не нужно было. 32, 3, 4, 5, 6. Смена нам нужна человека одного. Так, ну, в общем, вы поняли примерно, о чем эта игрушка. Я думаю. Я думаю, все уже составили свое мнение, и кому интересно, те будут смотреть дальше, либо покупать и сами играть. Это даже лучше, чем просто смотреть это по ютубу. Вот. Мне лично она зашла. Единственное, что, ну, вопрос по реиграбельности, потому что там достаточно линейно все происходит. Второй раз играть. Ну, вот после того, как я первый раз прошел, да, я там перепрошел за другого немножко человека, последнюю, там, сколько, четверть, наверное, игры, либо треть. В принципе, и после этого что-то мне уже не захотелось, как бы, ну, не хотелось начинать заново. Вот прошло, сколько прошло, ну, месяца даже, наверное, не прошло. Вот, и как бы я опять не против нее зарубиться. То есть игрушка очень хорошая, интересная, самобытная и своеобразная. Индюшатинка, конечно, но, тем не менее, в последнее время, мне кажется, что гораздо больше хорошей индюшатины, чем AAA проектов, которые потом выстреливают. Знаете, обычно начинают воять эти крупные корпорации какое-нибудь дерьмо, типа того же этого. В летающих костюмах-то эта хрень-то, как это называется. Ну ладно, не будем о плохом. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Так, каталог. Ну давайте еще музычку одну воткнем. Да, ну и как всегда, да, если вдруг ее забанит YouTube, мне придется вырезать звуки, и вы будете сидеть и молча созерцать на то, что происходит на экране. Такие дела. Кстати, с поездом мне тогда композиция понравилась. Сколько? This train don't carry no gamblers. This train don't carry no gamblers, no crap shooters or midnight ramblers. This train don't carry no gamblers. This train. While I was on that train at 5:02. Не, ладно, все, это залипательная достаточно игрушка. Залипательная игрушка, но надо заканчивать на сегодня уже. Потому что в нее, конечно, можно очень долго играть. Так, музычку, аудио уберем, а то опять, не дай бог, какие-нибудь копирайты, блин, и уж с этими ебаными копирайтами, которые, блядь, всех уже затрахали, как мне кажется. Уже нормальный видосик записать нельзя. Да, такие дела. Ну ладно. В общем, всем спасибо еще раз, всем пока.